Это кадры из Кривого Рога. Здесь из-за очередной атаки российской армии погибли 4 человека. Кроме того, в выпуске новая техногенная катастрофа, на этот раз в Норильске. В Южной Корее истребители сбросили бомбы на жилые дома. А Сарик Андреасян обругал Андрея Тарковского. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Минувшей ночью армия России снова обстреляла территорию Украины. В Кривом Роге ракетный удар был нанесен по зданию гостиницы. Давай дальше, возьми там твое. Давай, еще чуть-чуть. Давай. Три десятка человек пострадали, в том числе ребенок, 4 погибли. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. А президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что непосредственно перед обстрелом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США и Великобритании. По словам Зеленского, они не пострадали. Завтрашний день в Кривом Роге объявлен днем траура. Еще один погибший в Сумах. По данным местных властей, один из дронов попал в складские помещения на окраине города. Погиб 32-летний мужчина, который предположительно работал охранником. В Харькове дрон атаковал жилую многоэтажку. Возник пожар. Также повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Как сообщил глава города Игорь Терехов, в результате атаки пострадали 2 человека. У обоих острая реакция на стресс. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации. В нем он заявил, что его страна рассмотрит возможность распространить защиту своего ядерного арсенала на союзников. Он также подчеркнул, что мир в Украине не может быть заключен, цитата, «под диктатом России и быть капитуляцией». У нас самая эффективная армия в Европе. Мы оснащены возможностями ядерного сдерживания. Это защищает нас гораздо больше, чем наших соседей. Макрон отметил, что Европа должна быть готова к ситуации, когда США могут поменять свою сторону в российско-украинском конфликте. И необходимо продолжать помогать Украине и укреплять собственную оборону. Россию же он назвал глобальной угрозой. Наша безопасность под угрозой. Если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто больше не может быть ни в чем уверен. Действует закон сильнейшего. И мир на нашем континенте больше не может быть гарантирован. Да и сама история научила нас, что российская угроза существует и за пределами Украины, и затрагивает страны Европы, затрагивает нас. Россия превратила украинский конфликт в конфликт глобальный. Говоря о российском влиянии, Макрон также упомянул о кейсах Румынии и Молдовы, где Россия в том числе пытается манипулировать выборами для продвижения своих интересов. Французский президент объявил, что на следующей неделе приглашает европейских лидеров на встречу в Париже для разработки плана по достижению прочного мира, который может включать размещение миротворцев в Украине после подписания мира, конечно же. Тем временем США прекратили делиться с Украиной всеми разведданными, кроме необходимых для обороны. Теперь эту информацию официально подтвердил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтс и глава ЦРУ Джон Рэдклифф. В интервью в Fox Business он заявил, что такое решение принял сам Трамп. Вместе с тем глава ЦРУ предположил, что, цитата, «пауза на военном фронте и на фронте разведки закончится», конец цитаты. Решение было принято без предупреждения для американских союзников. Об этом сообщает Bloomberg. Другим партнерам Украины будет непросто компенсировать прекращение этой помощи, так оценил источник агентства. А Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что решение США может серьезно подорвать способность украинских военных атаковать российские войска. В Норильске новая техногенная катастрофа. Больше месяца вода, которая вытекает на дорогу к аэропорту, не замерзает, несмотря на морозы, которые достигают минус 45 градусов. Активисты считают, что это не природное явление, а сброс технической воды с заводов и шахт Норникеля. Они обратились в Росприроднадзор и прокуратуру. Председатель организации «Мой дом. Город Норильск» Руслан Абдулаев сравнил происходящее с разливом топлива на Таймыре в 2020 году. Он считает, что власти должны ввести режим чрезвычайной ситуации хотя бы на местном уровне, чтобы разобраться в причинах утечки.
бабочки в Норникеле же утверждают, что это все просто природное явление. А в Южной Корее 2 истребителя в ходе учений по ошибке сбросили бомбы на жилой район. Об этом сообщает южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на военных представителей и пожарных. Агентство пишет, что причиной, по предварительным данным, стала ошибка пилота, который вводил координаты цели удара. Снаряд упал на дорогу возле дома в Пхочхоне. Пострадали 15 человек, повреждены церковь и 7 других зданий. 2 человека получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Отмечается, что травмы не представляют угрозы для жизни. ВВС Южной Кореи заявили, что проводят расследование аварии. Военные принесли извинения за причиненный гражданским лицам ущерб. В феврале доходы российского бюджета от налога на продажу нефти упали почти на четверть год к году и составили 610 миллиардов рублей. Это посчитало агентство Bloomberg на основе данных российского Минфина, опубликованных в среду. Снижение налоговых поступлений от продажи нефти может сигнализировать о том, что Россия снизила добычу сырой нефти в начале года. Как предполагают эксперты, в условиях санкций российские нефтяные компании, по всей видимости, сокращают добычу на месторождениях с высокими налогами и сосредотачиваются на проектах, где действуют налоговые льготы. Учет надоя. Приложение с таким названием выпустил Россельхозбанк, чтобы избежать блокировки в App Store. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Новый сервис банка позиционируется как приложение для управления фермой, но его интерфейс и функционал очень похож на предыдущие версии приложения банка. Как утверждает Россельхозбанк, оно позволит новым клиентам использовать все сервисы на устройствах с iOS. Приложение Россельхозбанка несколько раз удаляли из App Store. В последний раз это произошло в прошлом октябре. После вторжения России в Украину банк попал под санкции США и Евросоюза. Режиссер Сарик Андреасян раскритиковал режиссера Андрея Тарковского. А заодно и фильм «Манора», который 3 марта забрал сразу 5 статуэток «Оскар». Со своими прорывными заявлениями так называемый режиссер выступил на встрече со студентами киноколледжа. Тарковский – это плохо. Если вы меня позвали обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф. Студенты, впрочем, не готовы были внимать мудростям Андреасяна и просто подняли его на смех. Вы все время говорите о том, что оно зарабатывает деньги. Но, например, тот же Тарковский, который я вам говорю... Я ненавижу Тарковского. Что вы не ожидали? Тарковский – это ужасно. Кроме того, Андреасян, развивая свою мысль, пригрозил всем последователям ужасного Тарковского нищетой и послал их. А потом еще приложил матом, но это мы вам показывать не будем. Позже у себя в Телеграме Андреасян продолжил изливать возмущение студентами. Он стал выкладывать скрины сообщений с поддержкой себя любимого. Там в том числе было написано, например, что именно из таких детей вырастают мерзкие либералы, что они стадо обезьян, а Сарик большой человек и режиссер. Ну а от себя Андреасян написал следующее. «Умные люди меня поняли, а те, кто пытаются напасть и обвинить, пусть выдохнут и успокоятся. Время все расставят на свои места. Отправляйте свои фильмы на фестивали, а я буду купаться в зрительской любви». Конец цитаты. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие фильмы вам нравятся больше: ужасного Тарковского или же самопровозглашенного гуру зрительского кино Сарика Андреасяна. Ну а у меня на этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому и другим видео. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вы найдете ссылку на него в описании к этому видео, или же просто сканируйте код, который сейчас видите у себя на экране. Так мы сможем всегда оставаться с вами на связи, даже в случае полной блокировки YouTube в России. Всего хорошего вам и до свидания.